Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю торт с черной смородиной. Очень легкий, нежный, красочный и весенний. Давайте готовить! Для бисквита нам понадобится 4 средних яйца, 125 грамм муки, 2 столовые ложки муки я заменила на картофельный крахмал. Общий вес крахмала и муки 125 грамм. 150 грамм сахара, 5 грамм разрыхлителя для теста и 30 грамм растительного масла, дезодорированного, рафинированного, то есть без вкуса и запаха. Смешиваем муку, крахмал и разрыхлитель, а затем просеиваем. Готовить бисквит я буду без разделения яиц на белки и желтки, поэтому в миску разбиваем куриные яйца целиком. Попутно скажу, что на канале есть видео, посвященное классическому бисквиту. Этот бисквит немного отличается по рецептуре, отличается тем, что в бисквитное тесто добавляется растительное масло, но по сути технология та же самая. Ссылку на классический бисквит поставлю в описании под видео, поэтому если вдруг что непонятно, заходите, смотрите. Там обо всем подробно. Взбиваем яйца с сахаром до рисовальной массы. То есть до такого состояния, когда след от теста не исчезает сразу, тесто не стекается мгновенно, он остается видимым в течение нескольких секунд. И затем во взбитую яичную массу вмешиваем мучную смесь. Вмешиваем очень аккуратно, складывающими движениями, лопаточкой. Двигаемся снизу вверх, от краев к центру. В последнюю очередь вмешиваем в тесто растительное масло. Чтобы растительное масло было легче смешать с остальным тестом, я добавлю в него буквально 2 столовые ложки теста, размешаю. Эта порция теста при смешивании осядет, но в этом ничего страшного нет. И затем смешиваем порцию теста с растительным маслом с основным тестом. Выпекать бисквит я буду в разъемной форме для тортов диаметром 24 см. Низ формы я застелила бумагой для выпечки, борта ничем не смазывала. Форму с тестом можно несколько раз прокрутить, для того, чтобы бисквит был ровным. Выпекаем бисквит предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке. Печется бисквит примерно 40-45 минут. Время очень приблизительное, поскольку духовки у всех разные. Первые 20 минут дверцу духовки не открывайте, поскольку бисквит может осесть. Готовность бисквита определяем либо легким надавливанием на середину, палец не должен проваливаться, либо при помощи деревянной палочки. Из центра бисквита она должна выходить чистой, без следов теста. Свежеиспеченный бисквит прямо в форме ставим на решетку и даем остыть. Охлаждать бисквит можно в перевернутом виде, для того, чтобы не опадал верх бисквита. После того, как бисквит полностью остынет, его можно будет вырезать из формы. Для этого проходимся тонким ножом вдоль стенок формы и снимаем. Вот такой бисквит у нас получился в результате. Разрезать бисквит можно не ранее, чем через 4-5 часов после выпечки. Бисквит высокий, поэтому я его разрежу на 3 коржа. Бисквит пока откладываем. Займемся приготовлением крема. Для крема нам понадобится 350 грамм пюре из черной смородины. Поскольку я хочу, чтобы пюре у меня было однородное, пастообразное, я его буду протирать через сито. Я возьму большее количество ягоды, 500 грамм черной смородины. Я ее предварительно разморозила. В смородину я добавила 100 мл воды. Кастрюлю с ягодами я поставила на огонь и варила буквально 5 минут. В процессе варки часть ягод лопнула. Остальные ягоды я раздавила ложкой. Ягодную массу пробила погружным блендером и затем протерла через сито. Как вариант, для этого торта можно взять меньшее количество ягодного пюре, поэтому в рецепте я укажу 250-350 граммов, а также можно не протирать пюре через сито, то есть только пробить погружным блендером до однородности. В этом случае ягоды вам понадобится ровно столько, сколько вы хотите получить ягодного пюре. Оставшийся жмых я залила горячей водой и также процедила через сито.
В настое я буду замачивать желатин. Итак, для крема нам понадобится 350 грамм пюре из черной смородины, 300 мл жирных сливок для взбивания. Я обычно беру 35% сливки, 250 грамм творога, 250 грамм сахара, 80 грамм белого шоколада. Я взяла плитку белого шоколада и нарубила ее ножом. 20 грамм быстрорастворимого желатина и 150 мл воды для его замачивания. Я возьму ягодный настой. Замачиваем желатин в ягодном настое или воде и оставляем на некоторое время набухнуть. К ягодному пюре всыпаем 200 грамм сахара. 50 грамм сахара я смолю в сахарную пудру и забью с ней сливки. Кладем творог. У меня 9% творог, но вы можете использовать творог любой жирности. И пробиваем окружным блендером до однородности. Набухший желатин очень аккуратно нагреваем до полного растворения. Напомню, что желатин рекомендуется нагревать до температуры не выше 60 градусов Цельсия. Кипятить желатин нельзя, иначе он может потерять свою силу. В ягодную массу вливаем желатиновый раствор и все очень хорошо перемешиваем, чтобы желатин равномерно распределился. Даем ягодной массе остыть до комнатной температуры. Для удобства я переложу в большую по размеру миску, поскольку взбитые сливки по правилам нужно добавлять к ягодной массе, не наоборот. Достаем из холодильника сливки. Еще раз напомню, что взбиваются только очень жирные и очень холодные сливки, поэтому до того момента, когда вы будете работать со сливками, они должны быть обязательно в холодильнике. Очень желательно охладить и миску, в которую вы будете взбивать сливки, и даже венчики миксера. Взбиваем сливки до устойчивого состояния. Аккуратно смешиваем ягодную массу и взбитые сливки. Добавляем часть взбитых сливок и размешиваем лопаточкой. А в конце очень коротко проработаю миксером до однородности. В последнюю очередь вмешиваем в ягодный крем тертый белый шоколад. В крем я добавлю примерно 3/4 всего подготовленного шоколада, и четверть у нас пойдет на обсыпку бортов торта. Аккуратно размешиваем, и наш крем готов. Собирать торт я буду в кондитерском кольце, оно повыше. Выкладываем примерно треть крема. Кладем следующий корж. Еще треть крема. Кладем последний корж. И выкладываем сверху весь оставшийся крем. Убираем торт на несколько часов в холодильник до полного застывания крема. Я, как правило, готовлю торт накануне вечером и оставляю его в холодильнике на целую ночь. Аккуратно снимаем форму. Снять форму можно разными способами. Я на этот раз прогрею форму бытовым феном. И аккуратно снимаем. Вот такая красота у нас получается в результате. Для украшения торта я взобью 200 мл жирных сливок для взбивания с небольшим количеством сахарной пудры. Взбитыми сливками промажу борта, верх торта. И при этом не буду добиваться абсолютной гладкости. На этот раз у меня в планах вот такая свободная форма. Борта торта просыплю отложенным белым шоколадом. Верх торта украшу цветочками из миндальных лепестков. И ягодками из варенья. И наш торт готов. Итак, наш торт готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.